Каждому человеку порой приходится принимать непростые решения. Но выбор, который встал перед одним 17-летним парнем, можно назвать поистине ужасающим. Этому молодому человеку пришлось решать, кто ему важнее, пес или семья. Детство этого мальчика было сравнительно безоблачным. Он жил в полноценной семье, родственники его любили. Когда мальчику стукнуло 11, его отец решил завести собаку. Пса назвали Даксом, и она стал самым верным другом для ребенка. Технически Дакс принадлежал отцу мальчика, но тот всегда принимал активное участие в его воспитании, заботился и кормил, ухаживал и водил гулять. Все было прекрасно до тех пор, пока не случилась беда. Отец умер в результате произошедшего на его работе несчастного случая. Дакс остался сыну в наследство. Спустя несколько лет мать решила снова вступить в отношения. Она познакомилась с мужчиной по имени Энтони, когда ее сыну исполнилось 16 лет. Их роман стал серьезным. Всего лишь через год пара решила оформить свои отношения официально и жить вместе. Энтони прилагал много сил, чтобы наладить отношения с потенциальным пасынком. Мужчина уверял, что хочет стать для мальчика отцом. Но все оказалось не так радужно. Дакс стал настоящим препятствием для будущего счастья этой пары. У избранника матери была аллергия на шерсть. Жизнь в одном доме с псом была для него просто невозможна. Мать подумала и решила, что собаку нужно кому-нибудь отдать. Однако ее сын не согласился с подобным решением. Сперва он думал, что мать права. Парень даже поспрашивал у знакомых, могут ли они забрать Дакса, ведь тогда он смог бы ходить в гости и навещать старого приятеля. Никто не согласился. Он даже обратился к своему дедушке, отцу отца. Дедушка был не против оставить Дакса у себя, но он был уже пожилым человеком, поэтому не смог бы обеспечить пса всем необходимым и заботиться о нем правильно. Получалось, что собаку придется отдать в приют. На это парень был не готов идти. Он не стал слушать никаких слов матери о том, что Энтони часть семьи и что она не ожидала подобного эгоизма от родного сына. Мальчик заявил, что этот мужчина не имеет отношения к его семье, что он не хочет называть Энтони папой. А вот Дакс действительно родня для него. Дедушка не смог спокойно смотреть на то, что происходит. Он предложил внуку переехать к нему вместе с псом. Учился парень удаленно, поэтому расположение жилья не могло стать проблемой. А старику было бы намного веселее жить с ним. Парень тут же согласился. Его мать же просто пришла в бешенство. Она кричала, что ее сын ужасный человек, что он предатель. Но это не помогло. Мальчик не изменил своего решения. На протяжении переезда Дакс жил в доме дедушки в одиночестве и очень скучал по своему хозяину. Мальчик тоже скучал по псу и даже плакал. Он был очень рад, когда спустя неделю смог воссоединиться со своим другом. Дедушка и любимый пес — вот это настоящая семья, более близкая, чем какой-то посторонний мужчина, которого выбрала мать. И даже более близкая, чем сама мать, которая так легко заклеймила своего сына ужасным за простое нежелание бросать друга. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!